Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лемурах. Что мы знаем о них? Многие скажут, что это обезьянка с большими глазами и, скорее всего, живет на Мадагаскаре. Многие помнят Джулиана в мультфильме с таким же названием. Похож то ли на обезьянку, то ли на кошку или белку, только очень забавный. Вот, пожалуй, и все. И хотелось бы больше узнать об этом удивительном животном. Как так получилось, что на этом острове сохранились такие необычные животные, которых нет больше нигде в мире? Обо всем об этом, да еще много о чем, мы и узнаем здесь и сейчас. Поехали! Мадагаскар. Крупный остров в западной части Индийского океана, расположенный примерно в 400 километрах от восточного побережья Африки. По площади он огромный и занимает 4-е место среди островов мира. Геологически Мадагаскар сформировался в результате распада суперконтинента Гондвана. Около 160 миллионов лет назад он отделился от Африки, а примерно 90 миллионов лет назад от Индии. С этого момента остров оказался в длительной изоляции, полностью отрезанной от материковых экосистем. Эта изоляция стала ключевым фактором его биологического развития. На Мадагаскаре отсутствовали многие группы животных, широко распространенные на материках, включая крупных хищников, обезьян и крупных копытных. Экологические ниши, которые в других регионах были заняты этими группами, здесь оставались свободными. В результате эволюция на острове пошла по альтернативному пути. Видообразование происходило в условиях ограниченного притока новых форм жизни, но при большом разнообразии природных условий. Восточная часть острова сформировала влажные тропические леса, запад и юг – сухие леса, саванны и полупустыни, центральные районы – горные экосистемы. Каждая из этих зон развивалась относительно обособленно. Следствием этого стала высокая степень эндемизма. Это значит, что значительная часть растений и животных Мадагаскара встречается только здесь и не имеет естественных популяций за пределами острова. О Мадагаскаре у нас есть отдельный выпуск. Наш разговор пойдет исключительно о том, как на острове сформировалась самостоятельная линия приматов. Это лемуры. Считается, что первые приматы достигли берегов Мадагаскара примерно 60 миллионов лет назад. Это были небольшие примитивные формы, близкие к общему предку всех современных приматов. Наиболее вероятный путь их попадания на остров – перенос морскими течениями. Во время сильных штормов участки прибрежных лесов с деревьями, корнями и почвой могли смываться в океан и образовывать плотные скопления растительности. Такие плоты были способны дрейфовать на сотни километров. Путь от африканского побережья до Мадагаскара занимал недели, и выживали немногие. Однако даже несколько особей было достаточно, чтобы положить начало новой популяции. И на острове эти животные оказались в условиях, радикально отличающихся от материковых. Главным фактором стало отсутствие конкурентов. На Мадагаскаре не было обезьян, группы приматов, которая на материках позже заняла большинство древесных ниш. Не было и крупных наземных хищников, оказывающих сильное давление на мелких древесных животных. Экосистемы острова оставались относительно свободными. В этих условиях потомки первых приматов начали развиваться обособленно. Они адаптировались к разным типам лесов, к сезонной нехватке пищи, к ночному и дневному образу жизни. Со временем эта линия все дальше отходила от других приматов, сохранив ряд древних черт и одновременно приобретая новые приспособления. До появления человека фауна Мадагаскара выглядела иначе. Наряду с современными формами здесь существовали лемуры, значительно превосходившие их по размерам. Наиболее известной группой были ленивцевые лемуры. Некоторые из них достигали массы 200 килограммов и по размерам сопоставлялись с крупными человекообразными обезьянами. По строению скелета они отличались мощными конечностями, приспособленными к лазанию и медленному передвижению по деревьям. Часть видов, вероятно, проводила значительное время на Земле. Около 2000 лет назад на Мадагаскар прибыли первые люди. С их появлением началась охота, использование огня и масштабное изменение ландшафтов. Крупные лемуры оказались особенно уязвимыми. Они медленно размножались, не избегали человека и представляли удобную добычу. Дополнительным фактором стала утрата лесов, необходимых для их существования. В течение нескольких столетий все гигантские виды лемуров исчезли. Ни один из них не дожил до нашего времени.
времени, и о древних лемурах известно благодаря ископаемым находкам, костям, зубам и частично сохранившимся скелетам, обнаруженным в пещерах, речных отложениях и сухих районах острова. Но более мелкие остались, и на острове сформировалось более 100 видов лемуров. Лемуры, вынужденные миллионы лет развиваться обособленно, разрослись в поистине уникальную группу приматов. Они сами проложили себе путь в своем островном доме, и каждый вид адаптировался к избранному стилю жизни. Они приспособились к жизни во всех уголках Мадагаскара, стали хозяевами леса и властелинами ночи. Они одни из самых уникальных приматов на планете. Ученые их разделили на 5 семейств, и мы на них обязательно посмотрим. И первое семейство – это карликовые или мышиные лемуры. Мышиные лемуры – одни из самых маленьких приматов, обитающих на острове Мадагаскар. Их размеры настолько скромны, что эти животные способны жить в крошечных дуплах и узких расщелинах деревьев. Днем все семейство собирается вместе и спит, тесно прижавшись друг к другу. А с наступлением темноты каждый лемур отправляется на поиски пищи в одиночку. Для жизни в ночном лесу мышиные лемуры оснащены особо крупными глазами. В глубине сетчатки находится светоотражающий слой, усиливающий слабое освещение. Благодаря этому даже редкие отблески лунного света позволяют им ориентироваться среди ветвей. У маленького лемура очень хороший слух. Прислушиваясь к шороху крыльев бабочки, он может определить, насколько велика добыча и стоит ли ей уделять внимание. Основу их рациона составляют насекомые. Ничего не подозревающие добыча обеспечивает мышиных лемуров питательной и сбалансированной пищей. Однако насекомые появляются не случайно. В ночном лесу ветви покрываются сладким налетом, медвяной падью. Ее выделяют насекомые, питающиеся соком растений. Этот липкий сахаристый слой привлекает других беспозвоночных, а за ними приходят и мышиные лемуры. Мадагаскар живет по строгому сезонному ритму, и мышиные лемуры вынуждены к нему приспосабливаться. В засушливый период, когда пищи становится мало, некоторые виды способны запасать до трети массы тела в виде жира. Он накапливается в хвосте и задних лапах и позволяет пережить неблагоприятное время. Особое место среди них занимают толстохвостые карликовые лемуры. Это единственные приматы и тропические млекопитающие, впадающие в эстивацию, состояние, напоминающее спячку. Они погружаются в длительное оцепенение не из-за холода, а чтобы пережить засуху. С наступлением дождей лемур пробуждается, активно питается и снова набирает вес. Размножаются мышиные лемуры быстро. Некоторые самочки дают потомство уже в возрасте 1 года. Детеныши рождаются крошечными, но уже через несколько недель начинают самостоятельно исследовать ночной лес. Тонкотелые лемуры или лепилемуры образуют отдельное семейство. Шерсть лепилемуров сверху серо-коричневая или с красноватым оттенком. Снизу более светлая, беловато-желтая. Голова относительно короткая, с крупными округлыми ушками. Длина тела составляет около 30 см. Хвост примерно равен длине туловища. Масса достигает килограмма. Лепилемуры ведут строго ночной и преимущественно древесный образ жизни. Передвигаются они с помощью длинных прыжков, которые обеспечиваются мощными задними конечностями. На земле их движения напоминают прыжки кенгуру, однако спускаться вниз они стараются как можно реже. Днем эти лемуры прячутся в густой листве или дуплах деревьев, где проводят большую часть времени в неподвижном состоянии. Лепилемуры – специализированные листоядные. Их рацион состоит преимущественно из листьев, в том числе содержащих токсичные соединения. Для переработки такой пищи у них развит объемный кишечник с микрофлорой, способный разлагать сложные растительные вещества. Поскольку листья имеют низкую энергетическую ценность, лепилемуры ведут малоподвижный образ жизни и строго контролируют расход энергии. В отличие от многих других лемуров, лепилемуры в основном одиночные. Они занимают индивидуальные участки и активно защищают их от особей того же пола, используя запаховые метки. Территории самцов и самочек могут частично перекрываться, но устойчивых социальных групп они не образуют. А в восточной части Мадагаскара, где осадков достаточно и влажные леса сохраняются круглый год, обитает одна из самых узкоспециализированных групп приматов – бамбуковые лемуры или гапа-лемуры.
Бамбуковые или кроткие лемуры образуют отдельное семейство и обитают исключительно на острове Мадагаскар. По соседству живут сразу несколько близких видов. Это большой бамбуковый лемур, золотой бамбуковый лемур и другие представители этой линии, достигающие до 80 см в длину, от носа до кончика хвоста. Во влажных лесах созданы идеальные условия для роста бамбука, и именно это растение определило судьбу гапа-лемуров. Бамбук составляет до 3/4 их рациона, а в отдельных случаях почти всю пищу. Взрослый лемур способен съедать до полукилограмма бамбука в день. Несколько видов бамбуковых лемуров делят между собой не только один ареал, но и само растение. Большой бамбуковый лемур предпочитает плотную сердцевину стебля. Серые бамбуковые лемуры питаются в основном листьями, а золотой бамбуковый лемур специализируется на молодых побегах, самой питательной, но и самой опасной части растения. Молодые побеги бамбука содержат высокие концентрации цианогенных соединений. Для большинства млекопитающих такие дозы смертельны, однако у золотых бамбуковых лемуров развилась физиологическая устойчивость к цианиду. По данным исследований, они ежедневно потребляют количество яда в 10-12 раз превышающее смертельную дозу для животного сопоставимого размера, не получая серьезных последствий. А пищевые предпочтения передаются через обучение. Детеныши, следуя за матерью, учатся отличать безопасные части растения от опасных. Во время игр молодые лемуры тренируют все 4 конечности, отрабатывая прыжки и баланс на гибких стеблях бамбука. Социальная организация у гапа-лемуров проста. Обычно семья состоит из 4 особей, пары и потомства. Детеныши остаются рядом с родителями до 2 лет. А семейство настоящих лемуров – самая узнаваемая и в определенном смысле классическая группа лемуров. И именно эти виды чаще всего представляют, когда говорят о лемурах вообще. К семейству относятся кошачий лемур, бурые лемуры, вари и несколько родственных видов. Все они обитают исключительно на острове Мадагаскар, как и, впрочем, и все лемуры, не считая тех, которых человек перевез сам в другие уголки нашей планеты. Настоящие лемуры в основном дневные приматы. В отличие от ночных форм, у них лучше развито цветное зрение, а социальное поведение играет ключевую роль в выживании. Они живут группами от нескольких особей до крупных сообществ, внутри которых существует четкая иерархия. Для многих видов характерен матриархат. Самки доминируют и имеют приоритет при доступе к пище. А перед нами король Джулиан, или кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или ката. Его ареал расположен на юге и юго-западе Мадагаскара, где преобладают сухие леса, колючие редколесья, каменистые плато и предгорья. И именно здесь ката занял необычную для лемуров нишу, став наполовину наземным приматом. И первое, что бросается в глаза, это длинный хвост с четкими черно-белыми кольцами. Это не хватательный орган, но важнейший инструмент жизни в группе. У него много функций. Хвост служит балансиром при прыжках, визуальным маяком во время передвижения по открытой местности и носителем запахов. Когда стая движется цепочкой по склону или плато, поднятые вертикально хвосты помогают сохранять контакт между всеми участниками. Кольцехвостые лемуры – одни из самых социальных приматов острова. Они живут группами от 10 до 30 особей, и в центре этой системы стоит самка. Матриархат здесь абсолютен. Самки доминируют над самцами. Первыми едят, выбирают маршрут и определяют темп движения. Самочки остаются в родной группе на всю жизнь, а самцы время от времени вынуждены покидать стаю и искать новое сообщество. Каты активны днем. Их рацион широк. Листья, цветы, плоды, семена, насекомые и другие беспозвоночные. Такая всеядность – ключ к их успеху. В условиях, где ресурсы непредсказуемы, пищевой универсализм дает решающее преимущество. Некоторые растения токсичны для других животных, но они поедают их без последствий. Ночи в горных и полупустынных районах бывают холодными, поэтому утро начинается с характерного ритуала. Сбившись в плотные группки, лемуры усаживаются, подставляя белые животики солнцу. Смотрится картина очень интересно. Эти солнечные ванны позволяют быстро повысить температуру тела, а медленный метаболизм, типичный для лемуров, помогает переживать периоды нехватки пищи.
но делает их менее активными в первые часы дня. Особую роль в жизни ката играет обоняние. В отличие от обезьян, у них влажный нос, впрочем, как и у всех лемуров, ринарий, обеспечивающий высокую чувствительность к запахам. У лемуров пахучие железы расположены на запястьях, плечах, груди и у основания хвоста. Самцы отвечают за охрану границ территорий и регулярно оставляют запаховые метки на деревьях и камнях. Кольцехвостые лемуры проводят на земле много времени, что делает их более уязвимыми для хищников, включая хищных птиц. Однако крупная группа компенсирует риск. Одни пьют или кормятся, другие внимательно следят за окрестностями. Лемуры – общительные зверьки. Они собираются в большие стаи, где молодняк играет и резвится, а старшие наблюдают за ними, а совсем малыши в это время учатся ухаживать за собой. Венценосный лемур – один из наиболее характерных представителей рода, обитающий на севере Мадагаскара. Его ареал ограничен сухими и полувлажными лесами, включая районы с экстремальными ландшафтами. Главная внешняя особенность венценосного лемура – выраженный половой диморфизм. Самцы выглядят контрастно и легко узнаваемые. Темная мордочка, светлые щечки и характерная корона на голове, от которой вид и получил свое название. Спина окрашена в теплые рыжевато-коричневые тона. Самки заметно скромнее, их шерсть серо-коричневая, без резких цветовых акцентов. Венценосные лемуры активны днем и живут небольшими семейными группами, обычно от 4 до 8 особей. Они используют как древесное пространство, так и землю, особенно в местах, где леса перемежаются с открытыми каменистыми участками. Один из самых суровых районов их обитания – это карстовый лес Цинджи в национальном парке Анкарана. Это лабиринт острых известняковых скал, где температура может подниматься выше 40 градусов, а вода мгновенно исчезает в трещинах породы. На первый взгляд Цинджи не подходит для жизни приматов, однако венценосные лемуры освоили и этот ландшафт. Между скалами сохраняются небольшие островки леса, богатые пищей, но путь к ним требует исключительной ловкости. Толстые кожистые подушечки на лапах защищают от порезов, а длинные когти помогают удерживаться на острых гребнях. Самки перемещаются по этим маршрутам, неся детенышей, которые в первые недели цепляются за живот, а позже перебираются на спину. Упасть здесь значит погибнуть. Но для венценосных лемуров такая среда не исключение, а норма. После прибытия на Мадагаскар лемурам пришлось быстро приспосабливаться к новой среде и непривычному набору пищевых ресурсов. Одним из самых успешных результатов этой адаптации стал бурый лемур, один из наиболее широко распространенных и экологически пластичных видов острова. Его ареал охватывает большую часть Мадагаскара, от влажных тропических лесов восточного побережья до сухих лиственных лесов и редколесий запада и севера. Бурого лемура нередко называют универсальным видом. Он не привязан к строго определенному типу среды и способен выживать там, где более специализированные лемуры исчезают. Внешне он выглядит сдержанно. Плотное телосложение, относительно короткая мордочка, густая шерсть в буро-коричневых оттенках, хорошо маскирующая животное в листве. И половой диморфизм выражен слабо. Самцы и самки отличаются незначительно, что отражает более мягкую и гибкую социальную организацию. Хвост длинный, нехватательный, служит прежде всего для баланса при передвижении по ветвям. Бурые лемуры активны днем и живут небольшими группами, обычно от 5 до 10 особей. Их социальная структура менее жесткая, чем у кольцехвостых лемуров. Доминирование самок присутствует, но выражено умеренно и может ослабевать в период изобилия пищи. Внутригрупповые отношения относительно спокойны, конфликты редки и кратковременны. Главное преимущество бурого лемура – его рацион. Он чрезвычайно разнообразен и меняется в зависимости от сезона и доступности ресурсов. Основу питания составляют плоды, листья, цветы и молодые побеги, но при необходимости лемуры грызут кору, слизывают соки растений и ловят насекомых. Такая всеядность позволяет использовать лес практически полностью. Если пища доступна, бурый лемур насыщается фруктами. Если наступает трудный сезон, переходит на менее питательные, но стабильные источники. А это черный лемур. Он обитает на северо-западе Мадагаскара, преимущественно во влажных и полувлажных тропических лесах. Черный лемур – примат средних размеров. Длина тела составляет полметра. Хвост заметно длиннее туловища. Вес колеблется в пределах до 2 килограммов.
Причем для вида характерен ярко выраженный половой диморфизм. Самцы почти полностью черные, с густой темной шерстью, которая на солнце может отливать красной или темно-коричневыми оттенками. В ушах заметны пучки волос. Самки окрашены по-другому. Спина коричневато-черная, конечности бурые, брюхо светлее от бледно-серого до желтоватого. И у обоих полов длинный пушистый хвост и желто-оранжевые глаза. Черные лемуры активны днем и живут небольшими группами по 6-10 особей. Их социальная структура сравнительно спокойна, без жесткой иерархии. Рацион разнообразен. Это плоды, листья, цветы, нектары, насекомые. Как и многие лемуры, они играют важную роль в распространении семян. Иногда ареал черного лемура пересекается с территорией его редчайшего родственника – голубоглазого черного лемура. Этот вид обитает исключительно в прибрежных лесах региона Сахамалаза и не встречается больше нигде в мире. Голубоглазый черный лемур – биологическая аномалия в мире приматов. Это единственный вид помимо человека, у которого стабильно встречаются ярко-голубые глаза. При этом половой диморфизм по окраске сохраняется. Самцы полностью черные, самки рыжевато-бурые со светлой мордочкой. Контраст между цветом глаз и шерстью делает этих лемуров визуально поразительными, но не дает очевидных экологических преимуществ. И оба вида демонстрируют необычное поведение, связанное с химической защитой. Черные лемуры известны тем, что ловят ядовитых многоножек, надкусывают их и натирают шерсть выделяющимся секретом, содержащим цианид. Предположительно, это отпугивает паразитов. Побочный эффект – кратковременное опьяняющее состояние, которое, судя по наблюдениям, самим лемурам явно неприятно. А это лемуры вари, заметные обитатели влажных лесов восточного Мадагаскара, занимающие верхние и средние ярусы полога. Перепутать вари с другими лемурами практически невозможно. Их выдает контрастная окраска, массивное телосложение и исключительно пышная шерсть, особенно густая вокруг головы и плеч, где она образует характерный воротничок. Внешний облик вари дополняется удлиненной мордочкой и крупными размерами, однако самый надежный опознавательный признак – это голос. Крики вари резкие, мощные и далеко разносятся по лесу. В отличие от многих других лемуров, они почти всегда звучат хором. Всегда группа участвует в вокализации одновременно. Эти звуковые сигналы используются не столько для агрессивного обозначения территории, сколько для поддержания контакта между разобщенными подгруппами и координации перемещений в сложном трехмерном пространстве кроны. Поэтому их крики, пугающие на слух, часто означают не конфликт, а обычное приветствие. Вари ведут дневной образ жизни и отличаются сложной социальной организацией. Их группы нестабильные, они могут распадаться на подгруппы во время кормления и снова объединяться позже. Такой тип социальной динамики редок среди лемуров. Рацион вари преимущественно фруктовый, именно поэтому они играют ключевую роль в экосистеме влажных лесов, выступая основными распространителями семян крупных деревьев, плоды которых недоступны большинству других животных. В настоящее время обычно выделяют один вид, в составе которого различаются два хорошо заметных подвида. Это черно-белый вари, один из самых контрастно окрашенных приматов. Его тело покрыто крупными черными и белыми пятнами, рисунок которых уникален у каждой особи. Он обитает во влажных тропических лесах восточного Мадагаскара и большую часть времени проводит в верхнем ярусе. А рыжий вари отличается насыщенной рыже-каштановой окраской, контрастирующей с черными конечностями и мордочкой. Его ареал значительно уже. Он встречается только на северо-востоке острова, в сохранившихся участках первичных лесов. Из-за такой локальности и строгой зависимости от спелых плодов, рыжий вари считается одним из наиболее уязвимых лемуров Мадагаскара. А мы переходим к семейству индриевые. Помимо вари, отличными певунами считаются и индри. В восточной части Мадагаскара влажный лес на рассвете наполняется звуками, которые трудно спутать с чем-то другим. Эти протяжные многоголосые крики, отдаленно напоминающие песни горбатых китов, раздаются с первыми лучами солнца и слышны на расстоянии до нескольких километров. Их исполняет индри или бабакота, самый крупный из ныне живущих лемуров и один из самых необычных приматов планеты.
Индри легко узнать. У них плотное телосложение, контрастная черно-белая окраска и почти полностью отсутствующий хвост. Рудимент длиной всего несколько сантиметров. Где потеряли, непонятно. Но в отличие от кошачьих лемуров, которые используют длинный хвост как визуальный сигнал, индри обозначают свое присутствие голосом. Их песни – основной инструмент коммуникации в густом лесу, где видимость ограничена, а возможно они кричат своим соплеменникам о пропаже хвоста. И не находил ли кто эту пропажу? Индри живут небольшими устойчивыми семейными группами, обычно состоящими из пары взрослых животных и их потомства. Это моногамный вид. Связь между самцом и самочкой сохраняется на всю жизнь. Ведущую роль в семействе, конечно же, играет самка. Именно она инициирует утренние концерты, пик которых приходится на промежуток между 7 и 11 часами утра. Песня длится от 40 секунд до 4 минут и исполняется всей группой одновременно. Эти вокализации несут сложную информацию. По песне можно определить численность семьи, ее расположение, границы территории, а также возраст и пол поющих особей. Когда одна группа начинает петь, соседние семьи отвечают, и над лесом разворачивается настоящий звуковой диалог. Такое хоровое пение помогает избежать прямых конфликтов и поддерживать пространственное распределение семей. При опасности голос индри меняется. Хищные птицы, прежде всего ястребы, представляют угрозу для молодняка. Тревожный сигнал мгновенно передается по группе, и индри спасаются мощными прыжками. Их задние конечности исключительно развиты. Одним толчком индри способен преодолеть до 9, а иногда и 10 метров, точно приземляясь на вертикальные стволы. Индри почти не спускаются на землю. Их мир – это кроны деревьев влажных лесов. Они прекрасно приспособлены к жизни в пологе. Длинные ноги, сильные мышцы и противопоставленные пальцы обеспечивают надежную хватку. Во время кормления индри удерживают ветви лапами, а пищу отщипывают зубами. Основу рациона составляют листья. В день взрослый индри может съедать до 1,5 килограммов растительной массы. И для переваривания такой пищи у них развит объемный желудок, наполненный симбиотическими бактериями, расщепляющими целлюлозу. Иногда в рацион входят плоды, семена и цветы. Самки индри рождают одного детеныша раз в 2-3 года. Первые месяцы жизни малыш почти не покидает мать. Высокая смертность до половины детенышей не доживает до 2 лет, делает каждое потомство особенно ценным для семьи. Старшие детеныши остаются в группе до 7 лет, постепенно осваивая навыки взрослой жизни. Индри немногочисленны и уязвимы. Они не размножаются в неволе, а их существование полностью зависит от сохранности лесов Восточного Мадагаскара. А это шерстистые лемуры или авахи, сравнительно небольшие индриевые, ведущие ночной образ жизни. Это сразу можно определить по большим глазам. Они обитают в восточных и северо-западных лесах Мадагаскара. Их отличает густая мягкая шерсть и осторожное, малозаметное поведение. Авахи питаются в основном листьями и отличаются низким уровнем активности. Живут парами или небольшими семейными группами, демонстрируя устойчивые социальные связи. Их образ жизни скрытный, что долгое время затрудняло их изучение. Но если нужно прыгнуть, то умеют. Но их прыжки менее эффектны, чем у сифак. Кого, спросите вы? Да, это сифаки. Наиболее разнообразный и широко распространенный род индриевых. Они обитают как во влажных лесах Востока, так и в сухих и даже полупустынных районах запада Мадагаскара. Горная цепь Мадагаскара делит остров на 2 резко отличающихся мира – влажный Восток и сухой Запад. По разные стороны хребта меняется все – количество осадков, типы лесов, структура растительности. И именно в этих контрастных условиях сформировались сифаки, которые также называют хохлатыми индри. Так что сифаки обитают по всему острову, но разные виды строго приурочены к своим ландшафтам. На западе среди сухих колючих кустарников и разреженных лесов живет сифака веро, сравнительно небольшой вид, длиной около полуметра. На востоке, по другую сторону гор, во влажных тропических лесах, обитают более крупные и ярко окрашенные формы, включая диадемовых сифак.
Полувозрелый диадемовый сифака может достигать почти метра в длину, не считая хвоста, и живет устойчивыми семейными группами из 3-9 особей. Объединяет всех сифак их уникальная манера передвижения. На деревьях это один из лучших акробатов Мадагаскара. Мощные задние лапы позволяют им перепрыгивать с дерева на дерево на расстояние до 10 метров. В полете сифаки сохраняют вертикальное положение тела и способны разворачиваться в воздухе почти на 180 градусов, точно рассчитывая траекторию и место приземления. Длинные лапы и хвост помогают удерживать равновесие даже на тонких веточках. На земле эти виртуозы выглядят еще интереснее. Сифаки передвигаются боковыми прыжками на задних лапах, удерживая равновесие передними. Именно из-за этого способа ходьбы сифака Веро получила прозвище «танцующий лемур». Кормятся сифаки в утренние часы или ближе к вечеру, когда спадает жара. Они строго растительноядны. В их рацион входит почти сотня видов растений, преимущественно листья, а также кора и плоды. В поисках пищи семья может проходить до 800 метров в день, но границы своей территории не покидает. Развитие навыков начинается с первых месяцев жизни. Детеныши рождаются на деревьях и проводят там почти всю жизнь. Поначалу они цепляются за мать, позже начинают осваивать ветви самостоятельно. А когда на Мадагаскар опускается ночь, в лесу появляется существо, которое не похоже ни на одного другого примата. Это Ай-Ай, или мадагаскарская руконожка, единственный современный представитель семейства руконожковых и самая обособленная эволюционная линия среди лемуров. Ай-Ай – крупнейший ночной примат мира. Взрослые особи могут весить до 2,5 килограммов. Днем они спят, свернувшись клубком в шарообразных гнездах из листьев и веток, устроенных в развилках деревьев. Но с наступлением темноты руконожка выходит на поиски пищи. И здесь начинается то, что выглядит почти как взлом сейфа. Любимое лакомство Ай-Ай – личинки насекомых, скрывающихся глубоко под корой. Они не издают запаха и не шевелятся, и найти их невозможно обычными способами. Поэтому эволюция снабдила руконожку уникальным инструментом, сильно удлиненным средним пальцем, с дополнительным суставом и когтем. Ай-Ай постукивает этим пальчиком по поверхности ствола и прислушивается к изменению звука. Пустоты и ходы личинок отражают звук иначе, и чуткий слух мгновенно улавливает разницу. Такой способ добычи пищи называется перкуссионным поиском, и среди приматов он встречается только у Ай-Ай. Обнаружив добычу, руконожка прогрызает кору острыми резцами и извлекает личинку тем же рабочим пальцем. Передние зубы Ай-Ай – еще одна редкость. Они растут всю жизнь, как у грызунов. Без этого приспособления постоянное прогрызание древесины быстро сточило бы их до бесполезного состояния. Теми же зубами Ай-Ай вскрывает орехи, семена и даже кокосы, а длинным пальцем вычерпывает мякоть, словно ложкой. Ай-Ай – одиночное животное. Он не образует устойчивых групп и терпит сородичей лишь на расстоянии, обозначая участки запаховыми метками. Его интеллект нельзя назвать социальным, но в задачах поиска пищи он исключительно точен, экономичен и изобретателен. Если личинок нет, руконожка без колебаний переходит на фрукты, семена и орехи. Эта специализация делает Ай-Ай полностью зависимым от старых лесов. Без мертвых деревьев и толстых стволов его уникальная стратегия теряет смысл. Ситуацию усугубляют суеверия. Во многих регионах Мадагаскара Ай-Ай считают дурным предзнаменованием и убивают при встрече. В результате самый древний и необычный из лемуров остается одним из самых уязвимых. Вообще у лемуров хватает врагов. Главный природный враг лемуров – это фоса, крупнейший наземный хищник Мадагаскара. Это высокоспециализированный охотник одинаково уверенно чувствует себя и на земле, и в кронах деревьев. Подвижные голеностопные суставы, полувтяжные когти и вытянутое тело позволяют фосе преследовать добычу даже в верхнем ярусе леса. До половины ее рациона составляют лемуры. От мелких ночных видов до молодых индрий
сифак. Ни один другой хищник острова не оказывает на лемуров столь постоянного давления. Опасность исходит и сверху. Крупные хищные птицы, особенно опасны для детенышей мелких дневных лемуров. В ответ у лемуров развились сложные системы тревожных сигналов и коллективное наблюдение. Пока одни кормятся, другие следят за небом. Змеи, прежде всего древесные удавы, представляют локальную, но реальную угрозу. Они охотятся из засады и способны схватить зазевавшегося молодого лемурчика, особенно ночью или в густом подлеске. Однако их влияние ограничено и не носит системного характера. При всей эффективности этих хищников, они не являются главной угрозой для лемуров. Эти взаимоотношения формировались миллионы лет и встроены в естественный баланс экосистемы. Лемуры умеют распознавать опасность, избегать ее и компенсировать потери размножения. Хищники регулируют численность, но не нарушают популяции. Перелом наступил с появлением человека. Около 2000 лет назад Мадагаскар столкнулся с воздействием, к которому его фауна не была готова. Экосистемы, развивавшиеся в изоляции десятки миллионов лет, оказались уязвимы перед быстрыми и комплексными изменениями. Подсечно-огневое земледелие стало основной практикой освоения территории. Леса выжигали для временного обогащения почвы под рис и другие культуры. Через несколько лет истощенные земли забрасывали, и вырубка смещалась дальше. Для лемуров это означало утрату непрерывного лесного полога, среды, без которой невозможно нормальное передвижение, питание и размножение. Вырубка лесов усилила кризис. Древесину использовали как топливо и строительный материал, а позднее как товар. За последние столетия исчезла значительная часть первичных лесов, особенно на востоке острова, где сосредоточено наибольшее разнообразие лемуров. Охота и фрагментация ареалов дополнили давление. Лемуров добывали ради мяса, а разорванные леса превращали популяции в изолированные участки, лишенные обмена особями и генами. Это резко снижает устойчивость даже без прямого истребления. Лемуры исчезают быстрее большинства приматов по совокупности причин. Они строго эндемичны, полностью зависят от леса, медленно размножаются и эволюционировали без опыта сосуществования с человеком. У них нет запасного ареала и нет возможности перейти к иной форме жизни. Поэтому любое сокращение среды сразу отражается на численности и нередко становится необратимым. А население острова значительно растет с каждым годом. В 1960 году население Мадагаскара составляло 5 миллионов человек. Сегодня здесь живут 25. Когда-то леса занимали 90% восточной части острова. Сегодня от джунглей осталось всего 10. В сохранившихся влажных лесах животные вынуждены бороться за выживание. Некоторые виды трудно встретить уже сейчас. Власти Мадагаскара, обеспокоенные судьбой уникальной природы острова, начали ограничивать подсечно-огневое земледелие и создавать охраняемые территории. Национальные парки и заповедники стали последними убежищами для наиболее уязвимых видов, в том числе и лемуров. Эти меры не решают всех проблем, но дают главное – время. Время для восстановления лесов, для адаптации местных сообществ и для сохранения хрупкого баланса экосистемы. Лемуры пережили миллионы лет изоляции и эволюционных испытаний, и сегодня их будущее зависит напрямую от человека. И если этот союз окажется возможным, у лемуров Мадагаскара остается шанс выжить в современном мире. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.